Увидев ночные ритуалы дервишей у огромного костра, Ибн Баттута усомнился в собственных глазах. Ни один человек не смог бы повторить увиденное. Но тогда он еще не знал, что это будет лишь одно из самых необычных событий этого путешествия. Покинув Наджаф, Ибн Баттута направился в сторону Басры, через земли, где безопасность путешественников зависела от могущественного племени Хафаджа. В этих местах именно они контролировали дороги. Ибн Баттута нанял у них верблюда и отправился вместе с большим караваном под охраной Хафаджа. Позже Ибн Баттута вспоминал: «Они очень могущественны и суровы, и путешествовать по этим землям можно только в их компании». Вскоре на пути появились руины огромных построек. Над равниной все еще возвышались остатки больших куполов. Это был Хаварнак, бывшая резиденция арабских правителей. Но дальше местность начала меняться. Все чаще по сторонам дороги тянулись заболоченные низины, а впереди поднимались густые заросли тростника. Чем дальше двигался караван, тем плотнее становились эти заросли. Эти болотистые земли считались не менее опасными, чем пустыня. Продолжая путь вдоль Ефрата, караван оказался среди обширных тростниковых болот. По обе стороны дороги тянулись затопленные заросли. Здесь жили кочевые арабы Аль-Маади, которых Ибн Баттута называл разбойниками. Вскоре опасность этих мест стала очевидной. Аль-Маади напали на группу бедных дервишей, отставших от каравана, и отняли у них все имущество, вплоть до обуви и деревянных чаш. Тростниковые болота служили разбойникам естественным укрытием. Кроме того, в этих местах в большом количестве водились дикие звери. Караван двигался среди бескрайних тростниковых зарослей, где обитали волки, шакалы и дикие кабаны. Однако приблизиться к большому отряду они не решались. Лишь через 3 дня караван оставил позади тростниковые болота. Наконец, впереди показался город Васит. Васит считался одним из главных центров изучения Корана в Ираке. Многие его жители знали священный Коран наизусть и славились искусством его чтения. Поэтому сюда приезжали люди из разных земель, чтобы обучаться у местных шейхов. Здесь находилось большое медресе, где жили сотни учеников, посвятивших себя изучению Корана. Медресе основал один из самых уважаемых шейхов Васита. Он обучал учеников, обеспечивал приезжих едой и одеждой. Ибн Баттута встретился с этим шейхом. Тот оказал ему радушный прием, снабдил его финиками и деньгами. Караван провел в Васите 3 дня, занимаясь торговлей. Ибн Баттута решил использовать это время, чтобы посетить знаменитую суфийскую обитель, находившуюся в одном дне пути от города. Шейх Васита выделил ему сопровождение из племени Бану Асад и предоставил коня для поездки. Спустя день Ибн Баттута оказался в огромной суфийской обители, где жили тысячи дервишей. После дневной молитвы, под звуки барабанов и литавр, дервиши исполняли свои ритуальные танцы. С наступлением вечера они приступили к трапезе. Их пищей были рисовый хлеб, рыба, молоко и финики. В своей рихле Ибн Баттута так описывал ритуалы этой общины. Дервиши разожгли огромный костер. Некоторые из них входили прямо в пламя и продолжали танцевать среди огня. Другие брали огонь в рот и глотали раскаленные угли. Еще более удивительным зрелищем были выступления со змеями. Дервиши брали больших змей и зубами перекусывали им головы. Эти необычные ритуалы сделали рифаитскую суфийскую общину известной далеко за пределами Ирака. Вернувшись в Васит, Ибн Баттута обнаружил, что караван уже покинул город. Однако ему удалось догнать его в пути. Впереди были еще 11 дней дороги через Южный Ирак. Лишь после этого караван достиг окрестностей Басры. На следующее утро путники вошли в город. Первое, что бросилось в глаза Ибн Баттуте при входе в Басру – бесчисленные сады и пальмовые рощи. В своей рихле он писал: «Это большой город с просторными кварталами,
многочисленными садами и прекрасными плодами. Басра находилась там, где пресные воды Тигра и Ефрата встречались с солеными водами Персидского залива. Благодаря этому ее окрестности славились садами, пальмовыми рощами и богатыми урожаями. По словам Ибн Баттуты, нигде в своих путешествиях он не видел такого количества пальм, как в Басре. Позже он вспоминал: «Однажды местный кадий прислал мне огромную корзину фиников, которую с трудом мог поднять один человек. Я отправил ее на рынок, но вырученных денег едва хватило, чтобы оплатить услуги носильщика. Из фиников жители Басры готовили сладкий сироп, который назывался сайлан. Путешественника не меньше впечатлило гостеприимство местных жителей. Ибн Баттута писал, что чужестранец не чувствовал себя здесь одиноким. Местные жители охотно принимали путников, помогали им и считали заботу о них своим долгом. Сам Ибн Баттута вскоре испытал это на себе. Местные шейхи принимали его как почетного гостя, присылали финики, одежду и деньги. Особое место в городе занимала мечеть Али ибн Абу Талиба. Именно здесь жители Басры собирались на пятничную молитву. Ибн Баттута называл ее одной из самых красивых мечетей, которые ему довелось увидеть. Огромный двор мечети был вымощен красной галькой. Но больше всего внимания Ибн Баттуты привлек древний экземпляр Корана, который по преданию принадлежал халифу Усману. На одной из страниц сохранилось пятно крови, которое, как считалось, осталось со дня гибели халифа. Во время одной из пятничных молитв Ибн Баттута стал свидетелем необычного случая. Проповедник, выступая перед верующими, допустил множество ошибок в арабском языке. Это удивило путешественника. Позже он рассказал об этом кадию города, и тот ответил: «В этом городе уже не осталось человека, который знал бы науку грамматики». Этот ответ особенно поразил Ибн Баттуту. Ведь именно Басра когда-то считалась одним из главных центров арабской грамматики, откуда вышли самые известные ученые этой науки. Особый интерес у Ибн Баттуты вызвал один из минаретов этой мечети, который жители Басры называли дрожащим минаретом. В своей рихле он писал: «Говорят, что этот минарет начинает дрожать, когда произносят имя Али ибн Абу Талиба. Я поднялся на него вместе с одним из жителей Басры. Там я увидел деревянную рукоять, закрепленную в стене. Мой спутник взялся за нее и произнес: «Ради головы повелителя правоверных Али, дрогни». После этого он потряс рукоять, и весь минарет задрожал. Затем я сам взялся за рукоять и сказал: «Ради головы Абу Бакра, дрогни». После этого я потряс рукоять, и весь минарет снова задрожал. Вскоре Ибн Баттута продолжил свое путешествие. В своей рихле он писал: «После этого я сел на сумбук, то есть небольшую лодку, у пристани Басры и отправился в Аль-Убуллу. Всю дорогу по обеим сторонам реки тянулись фруктовые сады и пальмовые рощи. Под деревьями сидели торговцы, продававшие хлеб, рыбу, финики, молоко и фрукты. К вечеру лодка достигла Аль-Убуллы. Когда-то этот город был крупным торговым центром, куда приходили купцы из Индии и Персии. Однако ко времени Ибн Баттуты он уже пришел в упадок. От прежнего богатства здесь сохранились лишь следы старых дворцов и других больших построек. В Аль-Убулле Ибн Баттута пересел на другое судно и после захода солнца продолжил путь дальше. Рано утром Ибн Баттута прибыл в Абадан. Несмотря на свою известность, увиденное его удивило. Посреди солончаковых болот стояло небольшое поселение, где почти ничего не выращивали, а воду и продовольствие приходилось доставлять извне. Один из путешественников того времени писал об Абадане: «Это самое пустынное место из всех, какие я видел, хотя именно его известность побудила меня посетить его». На берегу находилось святилище Аль-Хидра и пророка Ильяса. Рядом жили 4 бедных дервишей со своими семьями. Они поддерживали порядок в святилище и существовали на пожертвования проходивших мимо путешественников. Ибн Баттута и его спутники
остановились здесь на ночь. Дервиши рассказали Ибн Баттуте о благочестивом отшельнике, который много лет жил в полном одиночестве неподалеку от Абадана. По их словам, лишь раз в месяц он выходил к морю, ловил столько рыбы, сколько ему хватало на целый месяц, а затем снова исчезал. Рассказ настолько заинтересовал Ибн Баттуту, что он решил найти этого человека. Пока его спутники были заняты молитвами, Ибн Баттута отправился на поиски и вскоре обнаружил отшельника в полуразрушенной мечети. Тот совершал молитву. Ибн Баттута сел рядом и стал ждать, пока он закончит. После молитвы тот взял его за руку и сказал: «Да дарует тебе Аллах исполнение твоего желания в этом мире и в мире будущем». Спустя годы Ибн Баттута вспоминал эти слова и писал, что его главным желанием было путешествовать по земле, и Аллах действительно позволил ему осуществить его. Когда он рассказал об этой встрече своим спутникам и показал место, где видел отшельника, они отправились туда, но никого не нашли. Вечером один из дервишей вернулся к святилищу со свежей рыбой. По его словам, по дороге он встретил того самого отшельника. Тот передал рыбу для гостя, который приходил к нему в тот день. «Это подарок для тебя», — сказал дервиш, вручая ее Ибн Баттуте. Рыбу приготовили для ужина. Позже Ибн Баттута писал, что никогда в жизни не ел рыбы вкуснее этой. На короткое время у него даже возникло желание остаться рядом с этим человеком до конца своих дней. Однако любовь к странствиям вновь позвала его в дорогу. Но Ибн Баттута даже не подозревал, что самые тяжелые испытания его путешествия еще впереди. В далеких горах Луристана его ждут болезни, потери и опасности, которые навсегда останутся в его памяти. Продолжение этой истории в следующей серии.